Как заканчивает свою жизнь нарцисс? Это интересный вопрос. Я часто его получаю от людей, которые находились в разрушительных отношениях с нарциссами. И вот выйдя, есть определенное количество какой-то вот злости, ну, такого, может быть, несколько травматической, такой непроработанной какой-то обиды. И интересно, что же с этим человеком будет дальше? Вот как-то может ли его судьба наказать? Понятно, что у людей, которые находились в отношениях с нарциссами, у них есть определенные вот эти вот посттравматические процессы, с которыми нужно работать. Но действительно вот интересно, давайте разберемся. Если человек с ярко выраженными нарциссами, чертами, имеет вот такую эмоциональную какую-то незрелость, то что будет, если в течение жизни эта эмоциональная незрелость никак не компенсируется, он не сможет это догнать как-то, а вот эта вот незрелость превратится в такое эмоциональное уродство, что-то такое закостеневшее, что уже дальше не развивается. Что ждет такого человека в старости? Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами поговорим о том, как заканчивает свою жизнь нарцисс, что его ждет в старости. Если вам кажется, что эта тема интересная, поставьте лайк под этим видео, я вам буду благодарен, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первое, с чем сталкивается стареющий нарцисс, это нарастающее чувство внутренней пустоты. Дело в том, что это вообще характерное чувство для всех нарциссов, но пока он был, скажем таким, молодым, успешным, он заполнял эту внутреннюю пустоту с помощью внешних атрибутов, которых в молодости было достаточно. Он поддерживал себе свою внешность, какую-то свою фигуру, был таким накачанным, молодым, красивым, не знаю, он был, скажем, директором какой-то фирмы, или сначала помощником директора, потом директором, у него были не знаю, дорогие машины, последние какие-то коммуникации были, он общался с красивыми, яркими, какими-то значимыми людьми. С возрастом все эти атрибуты начинают потихонечку исчезать. Он уже не может поддерживать себя в такой физической форме, просто потому что такова наша биология. Он уже не директор, он директор на пенсии, какой-то почетный, но не он решает все эти вопросы. И вот он понимает, что этих атрибутов становится меньше, его вот эту внутреннюю пустоту извне больше ничего не заполняет, и эта внутренняя пустота становится кричащей, такой звенящей. В такой ситуации он скатывается сначала в какие-то тревожные состояния, такая ажитация, тревога, которая вроде как подталкивает его вернуть все на место, все как это было раньше, но когда он сталкивается со своим неуспехом, это приводит к тому, что он скатывается уже в феномены какого-то депрессивного ряда. То есть он чувствует эту пустоту, депрессию, какое-то такое вот увядание, какое-то чувство отчаяния. Вторая вещь, с которой сталкивается стареющий нарцисс, это социальная изоляция. Дело в том, что все отношения в своей жизни нарцисс выстраивает такими поверхностными, с помощью манипулятивных каких-то способов, то есть он с помощью лавбомбинга какого-то человека к себе привязывает, а потом начинает просто из него, высасывать нарциссический ресурс. Он получает от него только вот это подтверждение своей значимости, ничего в эти отношения не вкладывая. Отношения, которые выстраивает нарцисс, они и не предполагают какую-то долгосрочность и глубину, потому что он к этому, с одной стороны, не способен, а с другой стороны, это не то, что ему нужно. И вот с возрастом он понимает, что вот такой вот быстрая смена людей, постоянное какое-то выстраивание новых поверхностных вот таких отношений краткосрочных, у него для этого уже нет сил, нет ресурсов, нет каких-то, не знаю, атрибутов, опять же, значимости. Он уже больше не такой молодой, привлекательный, что раньше можно было куда-нибудь выйти и сразу познакомиться с какой-то женщиной. Сейчас нужно прилагать усилия. А есть еще какие-то такие возрастные ограничения, что мышление немножко такое более замедленное, больше сомнений. Ты не успеваешь за всеми какими-то вот этими культуральными веяниями моды. Он понимает, что ему не получается выстраивать эти вот быстрые отношения, как это было в 20 лет. А для того, чтобы находиться в отношениях, соответствующих его возрасту, он недостаточно зрел. Он к этому не шел и, соответственно, к этому не пришел. И он оказывается в социальной изоляции. Он оказывается в изоляции, где он мечтает о каких-то условно 20-30-летних девушках, которые были бы рядом с ним. Но естественно, что это просто фантазия. Это фантазии, которые оторваны от реальности. Третья вещь, с которой сталкивается нарцисс, это страх своих возрастных изменений. Дело в том, что как это устроено у здорового человека с такой здоровой психикой. Здоровая психика должна обладать гибкостью. Мы понимаем, что с возрастом мы принимаем наш возраст, принимаем определенные возрастные ограничения, что каждый возраст что-то ограничивает, что было раньше, и дает какие-то новые возможности. Например, я сейчас уже не могу бегать так, как я бегал в 20 лет, но сейчас я могу слушать джаз, который 20 лет я, не понимал. Или какие-то вещи для меня открываются. Для нарцисса у него есть такой культ вот этой вечной молодости, какого-то вечного своего золотого века, как правило, очень такого молодого, то есть, когда я в институте учился или когда я выпустился. И он старается как можно дольше сохранять внешнюю привлекательность, соответственно, такого молодого, сильного человека. Он вкладывает много энергии в занятия спортом, пластической хирургией, косметическая медицина, я не знаю, здоровое питание и так далее. Это имеет определенные результаты, естественно, если ты вкладываешь усилия, то результаты какие-то дает, но мы понимаем, что время неумолимо. Это данность конечности предполагает, что невозможно победить свое старение, невозможно победить смерть. И рано или поздно он сталкивается с тем, что все его какие-то тчания
но они уже как бы не приносят плоды, он уже потратил очень много денег, он уже поехал за границу, там пересадил волосы, вживил себе какие-то золотые нити, а все никак не работает, он видит, что появляются там какие-то, не знаю, новые морщинки там, или еще какие-то изменения, которые отдаляют его от того его вот этого идеального образа, которые на самом деле вроде как приближают его к реальности. То есть вот люди со здоровой психикой понимают, что ну вот я вот такой, я немножко по этому поводу как-то вот там, ну, не знаю, грущу, там, переживаю, как-то принимаю себя, у меня есть какие-то внутренние процессы, потому что я живой. Моя психика живет так же, как и мое тело, они живут вместе, догоняют друг друга. У нарцисса это невозможно, поэтому когда он понимает, что он не может вот, получить эликсир вечной молодости, это уносит его туда, в глубину какой-то, в такую прорву просто нарциссической депрессии, такой внутренней пустоты. Четвертая вещь, с которой столкнется стареющий нарцисс, это углубление чувства зависти и обиды. В принципе, нарциссы завистливые, и все отношения, которые они вот выстраивают, любые отношения, они всегда их выстраивают по такому принципу, что есть я, есть ты, и я лучше тебя. То есть, обесценивая другого, нарцисс поддерживает собственную идеализацию. Таким образом, он как-то вот чувствует себя таким вот классным, значимым. Поскольку нарцисс живет в такой иллюзии культа молодости, культа какого-то вечного такого великолепия и, не знаю, здоровья, то с возрастом он понимает, что все больше людей в окружающем мире это люди эти вот молодые, здоровые, а не я. То есть у них нет еще тех физических ограничений, у них нет, не знаю, каких-то физических изменений внешности, таких, которые есть у меня. И, соответственно, мне очень сложно их обесценивать, потому что я изначально таких людей идеализировал раньше. И вот он находится в такой вот какой-то очень сложной вот дилемме, в там, парадоксе внутреннем, который проявляется в том, что он им просто завидует. Он им завидует, и эта зависть проявляется через какие-то сигналы обиды. Именно поэтому родители нарциссы никогда не гордятся своими детьми. То есть, по сути, это же мои дети, они вот такие молодые, здоровые, у них вот так все что-то получается. Я чувствую гордость, потому что я их люблю. Нет, у нарцисса это не так работает. Дети нарцисса, молодые, здоровые, какие-то красивые, успешные, напоминают ему только о его какой-то вот такой ушедшей уже молодости, красоте, успехе. И, соответственно, он им завидует и проявляется это во всех этих фразах, типа, что ты так редко ко мне приезжаешь, неблагодарная дочь. Или я вот столько времени там на тебя потратил или потратила, когда ты была маленькая, а сейчас вот ты вот так себя ведешь. То есть вот эти все слова обиды на самом деле являются проявлением зависти, связанной с этим вот нарциссическим переживанием своего какого-то несовершенства. Пятая вещь, которая ждет нарцисса в старости, это несоответствие реальности его таких вот идеалистических фантазий о себе. Дело в том, что нарцисс считает себя человеком таким особо привлекательным, что даже если он там не внешне привлекательный, то харизма у него какая-то есть. С помощью этой харизмы он может влиять на людей. То есть у него есть определенная власть. И вот он такой достаточно умный человек. Если он не самый умный человек, то, по крайней мере, он такой может как-то предвидеть что-то. Он как может видеть те вещи, которые другие люди не видят. Вот он первый знал там что-то про коронавирус, или он первый знал там что-то про еще какие-то вот события, там, про биткоины. То есть какой-то у него такой необычный он такой, и вот необычно классный. Но с возрастом он сталкивается с возрастными изменениями, там теряется привлекательность, какие-то, может быть, финансовые проблемы возникают, потому что больше ему там люди не верят, или, скажем, он ушел на пенсию, там меньше работает. Не знаю, может быть, какие-то ограничения по здоровью, и все вот эти вот данности реальности, их очень сложно как-то вот не замечать, они вступают в конфликт с его этой идеей такой вот идеальности, какой-то грандиозности, и он, нарциссический пузырь грандиозный лопается, и он скатывается туда, в нарциссическое ничтожество, туда, в какую-то внутреннюю пустоту и депрессию. И это может проявляться в том, что этот уже такой пожилой нарцисс, вот он очень раздражительный, это может проявляться в какой-то такой агрессии такой, знаете, какой-то беззубой, которая особо никому уже не повредит, собственно, в депрессии и в таких каких-то тревожных приступах, что что-то вот может произойти, что-то, я вот не знаю, похоже на такого, знаете, старого запуганного какого-то вот немощного человека, который просто сам себя истощает своими внутренними переживаниями. Если вы не хотите тратить свою жизнь на общество такого человека и понимаете, что вы находитесь в отношениях с нарциссом, или вы в принципе понимаете, что вы находитесь в отношениях, которые вас не устраивают, если вам сложно из этих отношений выйти, или вы понимаете, что вы уже вышли из этих отношений, но чувствуете, что как-то они вас не отпускают, какие-то есть непроработанные травмы, я провожу курс про отношения, где мы работаем вот как раз над этими вопросами. Ссылка на информацию под этим курсом будет под видео, вы можете посмотреть, о чем курс, и присоединиться к следующему потоку. Также, если вы понимаете, что у вас есть какие-то проблемы, которые вы не можете разрешить самостоятельно, и вам нужна помощь специалиста, вы можете записаться ко мне на консультацию, мы с вами разберем вашу ситуацию. Иногда необходимо несколько сессий, чтобы расставить акценты и развесить правильные вопросы, иногда необходима длительная терапия, чтобы была какая-то вот поддержка и сопровождение
степени в пути изменений. Это все обычно решается на первой консультации. Пишите ко мне, и договоримся, с вами будем работать. Также мне будет очень интересно, если вы находились когда-то в отношениях с нарциссом и как-то вот можете следить за его судьбой, предположим, ну, это человек, с которым вы не находитесь в отношениях, но через общих детей или родственников как-то за ним наблюдаете. Напишите вот из вашего опыта, что ждет нарцисса в старости, что вы видите, зачем вы наблюдаете. Я буду вам очень благодарен, если вы таким образом дополните это видео. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте лайк, я вам буду очень благодарен. А также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.